Многие спрашивают меня, а что же такое Octavia RS? Зачем за нее переплачивать? Ведь можно взять обычную 1.8 TSI, поставить RS-ный бампер, RS-ные диски, зашить ее на Stage 1 и получить схожую со стоковой RS динамику. Да, по цифрам это, конечно, верно, но обычная Octavia никогда не будет RS. Между этими машинами слишком много различий, и сегодня я вам о них всех и расскажу. Конечно же, первое, на что обращаю свое внимание, это другая форма переднего бампера. Да, здесь он более спортивный, более агрессивный, другую форму имеют решетки, плюс к этому круглые противотуманные фары и стильные светодиодные полоски дневных ходовых огней, которые также выполняют функцию габаритов. Напомню, что в обычной Octavia за это отвечает верхняя секция блок фары. Здесь также установлены там и патроны, и лампочки, только все это программно отключено. Задний бампер на Octavia RS также отличается от обычной версии, но здесь уже изменения не так разительны, как в передней части. Его вы можете легко определить по более выраженной нижней юбке, а также другой форме катафотов. Напомню, что на обычной Octavia они поменьше и более обтекаемые, здесь они намного больше по длине и имеют более правильную прямоугольную форму. И раз уже мы заговорили о заднем бампере, также стоит отметить и насадки выхлопной системы. На обычных Octavia их нет, здесь есть хромированные насадки, которые визуально увеличивают выхлоп. Ну и какой же спортивный автомобиль может быть без этого аэродинамического элемента? Да-да, я говорю именно об антикрыле, которое на Octavia RS идет с завода. Кстати, а вы знаете разницу между антикрылом и спойлером? Если аэродинамический элемент имеет ножки и стоит на них, плюс к этому имеет пространство между своей плоскостью и плоскостью кузова автомобиля, то это антикрыло. А если этого пространства нет и он полностью прилегает к кузову, то это спойлер. Как говорил Генри Форд, красота автомобиля в его колесах. А в случае со спортивной версией Octavia RS это не только красота, но и возможность дополнительного зацепа. Так, на Octavia RS с завода идут два варианта колес. Стоки это 17-е зениты с резиной 225 на 45 R17, а за доплату вы можете получить опционные Нептуны диаметром 18 дюймов и с резиной 225 на 40 и 18. На этой машине стояли как раз Нептуны с завода, сейчас я их использую в холодное время года вместе с зимней резиной, а на данный момент на автомобиле установлены также оригинальные диски от концерна ВАГ под названием Daytona, правда они ставились не на Шкоду, а на Volkswagen. Ну и вишенкой на торте во внешнем виде Octavia RS являются, конечно же, шильдики VRS. Ходит мнение, что при установке таких шильдиков на обычной Octavia мощность двигателя повышается до 5 лошадиных сил с каждого шильдика, а при условии сильной веры в магию VRS эта цифра может доходить до 7 лошадей с каждого шильдика. В салоне Octavia RS нас сразу же встречают спортивные сиденья с выраженной боковой поддержкой. Они имеют комбинированную отделку, которая состоит из белой перфорированной алькантары, черной тряпичной сетки и черной кожи, которая располагается по бокам сиденья. Это является стандартной отделкой для всех Octavia RS, а за доплату вы могли получить либо полностью черный кожаный салон, либо так называемый салон Airline, где вместо белой алькантары будет черная, а также будет идти красная строчка по всем сиденьям. Руль на версии RS также спортивный, трехспицевый, с кожаной отделкой из гладкой кожи и перфорацией по бокам. Также имеет шильдик VRS на нижней спице. Кроме этого, есть определенная особенность именно в украинских RS, которые никогда не шли с мультирулем, то есть на них не могло быть кнопок. Это связано с тем, что машины на Украину поставлялись механической коробкой передач, и почему-то эта комплектация не предусматривала мультирулей даже за доплату. В той же соседней России, наоборот, все машины шли на DSG и все имели мультирули. Еще одной отличительной особенностью версии RS является так называемый черный потолок. Это черная тканевая отделка самого потолка, передних стоек, а также весь пластик потолка в черном исполнении. Из других приятных мелочей версии RS это алюминиевые накладки на педали, которые, нужно отметить, идут только на 3 педалях или 2 в случае DSG, а левая площадка под ногу остается такая же пластиковая, как на обычной Octavia. А на том же Гольфе GTI идут все 4 педали с алюминием. Декоративная отделка салона на версии RS в большинстве своем никогда не отличалась от обычных Octavia.
Octavia является такой же серой имитацией полированного алюминия. И только на последних годах выпуска, это примерно 2012 год для Octavia RS этого поколения, шла так называемая отделка под карбон. Ну и главным показателем, по которому мы все в детстве оценивали спортивные автомобили, это то, какая цифра указана на спидометре. Octavia RS может похвастаться отметкой в 270 км в час, в то время как обычные Octavia показывают лишь 240. Ну и пару слов о комплектациях Octavia RS. Ведь RS это не значит, что максимальный топ, это просто технически интересный автомобиль, а за опции уже кто платит, тот и радуется. Были Octavia и с обычными галогеновыми фарами, и с приборкой без максидота, и даже без подогрева сидений. Здесь же машина находится в достаточно хорошей комплектации. Здесь есть и передний, и задний партроник, и поворотный ксенон, климат-контроль на 2 зоны, подогрев передних сидений и многое-многое другое. Из того, чего нет в этой машине, это аудиосистемы Sound System 12 динамиков, а также стоят обычные зеркала, которые могут порадовать только электрорегулировками. В максимальных зеркалах была и подсветка пространства возле двери автомобиля, а также электроскладывание. Но не будем забывать, что ВАК это отличный конструктор, поэтому я здесь без всяких проблем и полностью по заводским установкам поставил себе и подсветку в зеркала, и даже подсветку ног. Кроме этого, блок Bluetooth для громкой связи и прослушивания музыки с телефона, а также мультируль, которого никогда здесь не могло быть. Ну и наконец-то все то, ради чего мы все с вами здесь и собрались. Это техническая часть Octavia RS. Ведь обычно все плюшки всегда можно установить на машину, а вот менять двигатель и коробку будут считанные единицы. Здесь при первом взгляде на подкапотное пространство кажется, что все точно так же, как и на версиях Octavia с двигателем 1.8 TSI, но это только внешне. По сути, здесь только остался блок двигателя такой же, как и на тех машинах. Внутри здесь другие поршня, другие валы, другие шатуны, более производительная топливная система, система зажигания, а также стоит турбина Ichi Turbo. А на Octavia 1.8 TSI обычная Canopy. По трансмиссии коробки здесь также отличаются. В случае с механикой на 1.8 TSI идет коробка с кодом MQ250. Здесь стоит более производительная модель, рассчитанная на большую мощность под названием MQ350. В случае с DSG я, конечно, не особо специалист, но, по-моему, там тоже на RS стоит DQ250, а на обычных стоит либо DQ200, либо обычный шестиступенчатый автомат iSyn. Подвеска на версии RS имеет более укороченные амортизаторы, также короткие спортивные пружины, короткие отбойники и другие стабилизаторы. Это можно видеть как по внешнему виду, так и по управляемости автомобиля. На этой же машине стоят дополнительно еще пружины Eibach Pro Kit, которые занижают и без того заниженную RS-версию еще на 20 мм. Тормозная система версии RS также отличается от обычных машин, прежде всего более крупным диаметром тормозных дисков, а также другими колодками и суппортами. Плюс к этому блок ABS имеет интересную функцию XDC, которая представляет собой имитацию блокировки дифференциала. То есть при старте она вам будет помогать, также при преодолении каких-то извилистых трасс, и зимой либо в грязи вы всегда сможете достать вашу RS-ку, так как блок подтормаживает пробуксовывающее колесо и передает включающий момент на то колесо, которое имеет больший зацеп с поверхностью. Stage 1 подразумевает собой только изменение программы управления двигателем. То есть какие-то сторонние компании пишут софт для вашей машины, в котором корректируют работу топливной системы, системы зажигания, а также увеличивают надув вашей турбины. Благодаря этому ваша Octavia RS после стоковых 200 лошадей и 280 км крутящего момента может получать примерно 240-250 лошадиных сил и порядка 380 ньютон-метров момента. Второй стейдж уже подразумевает изменение впуска и выпуска, то есть ставится прямой холодный впуск с фильтром нулевого сопротивления, который позволяет машинке лучше дышать, больше получать воздуха. И также ставятся бескатализаторные даунпайпы. Это приемная труба, которая идет от турбины и дальше к задней части выхлопа. По заводу на ней стоят 2 катализатора, а при доработках они либо вырезаются,
либо по-правильному просто варится новая прямая труба, обычно большего сечения, чем заводская, которая уже не имеет никаких препятствий для выхлопных газов. Вот это все пишется программа, и на выходе мы уже получаем порядка 270-280 лошадиных сил и около 450 ньютона-метров крутящего момента. Уровень доработок Stage 3 прежде всего представляет собой замену турбину на более производительную. Как я уже говорил, на RS стоит тихий турбо с завода, а люди ставят К04 и снимают порядка 650-390 лошадиных сил и 500 плюс крутящего момента. С такими показателями машина едет тоже достаточно достойно. Единственным камнем преткновения является только передний привод, который не дает реализовать всю эту мощность. Конечно же, особые любители тюнинга лезут дальше в мотор, ставят кованые поршня, кованые шатуны и снимают с двигателя больше 500 лошадиных сил. Но эти доработки уже не сравнимы с бюджетами стейджев 1, 2 и 3 и требуют конкретных финансовых вливаний, которые зачастую могут даже превысить стоимость вашей Octavia RS. Ну и напоследок хочу с вами поделиться так интересными всем цифрами разгонов 0-100 и 100-200. Эту машину я покупал в полном стоке, и первые замеры на драге дали мне цифры 7,4 0-100 и целых 23 секунды 100-200. После этого машине было произведено полное ТО, поставлены новые свечи, новые катушки, новый топливный насос высокого давления, ну и проведено остальное обслуживание. После этого я установил холодный впуск с фильтром K&N мокрым и 3-дюймовый даунпайп, соответственно без катализаторов. Прошивка не делалась, и с такой конфигурацией машина уже поехала 6,8 0-100 и примерно 20 секунд 100-200. А после изменения программного обеспечения на Stage 2 сейчас эта машина едет 6,4 0-100 и 14 секунд 100-200. На третьем стейдже Octavia RS в этом кузове обычно едет 10-11 секунд 100-200, ну а особо настроенные машины с максимальной мощностью могут даже выезжать из 10 секунд. Понятное дело, что 0-100 на переднем приводе мерять нет никакого смысла, и максимальное, что может показать эта машина при идеальнейшем зацепе и самой хорошей резине, это только выход из 6, 5,8, 5,9. Для тех, кому цифры разгона 100-200 ни о чем не говорят, я вам просто скажу, что М3 Е92 в стойке едет примерно 10,5 секунд 100-200, а допустим те же X5M или X6M ближе к 12 секундам. Так что Octavia RS на третьем стейдже со своими 10 секундами это очень серьезный соперник для любых серьезных машин на любой дороге. Я надеюсь, эта информация была полезна для вас. Теперь вы точно знаете, что такое Octavia VRS и какие именно Шкоды имеют право носить этот гордый шильдик. Ну а я вам не желаю всего самого хорошего и до новых встреч.